Переезд через Обь приходится делать на лошадях, потому что мост еще не готов окончательно, хотя уже возведен его остов. Строки из ленинского письма, 97-й год, путь в сибирскую ссылку. Наверное, где-то здесь санная повозка с Ульяновым пересекла заснеженную Обь, поднялась на правый берег и заскользила по улочкам маленького поселка строителей Транссибирской магистрали. Нет, не узнал бы сейчас Владимир Ильич прежнего Новониколаевска. Революция сделала его Новосибирском. Им тоже не довелось увидеть город таким, каков он сейчас. Была гражданская война, Колчак. Революции грозила смертельная опасность. У этой стены я словно слышу диалог поколений, клятву над могилой павших большевиков. Их подвиг озарил моему городу путь в будущее. В ранний утренний час город спешит на работу. Мои земляки. Глядя на этот нескончаемый поток, я все пытаюсь и не могу представить унылые цепочки мастеровых людей, что тянулись когда-то на мельницы и маслобойки, да еще один единственный заводишко, что достались Новосибирску в наследие от Новониколаевска. Я знаю, куда идут эти люди. Тяжстанкогидропресс, завод-гигант. Сибсельмаш, первенец новосибирской индустрии. Сибэлектротяжмаш. В Новосибирске много крупных предприятий со множеством цехов и инженерных служб. Некоторые из них имеют свои научно-исследовательские институты. Оловозавод. Лучшее в мире олово выплавляется у нас, в городе на Оби. Грохот заводских цехов и тишина студенческих аудиторий. Будущие медики и всемирно известные врачи. За их помощью, советом едут теперь отовсюду. Тянет прохладой с обского простора. Пристраиваясь к городскому ритму жизни, река тоже работает очень напряженно и спешит, и торопится, словно понимает, сибирское лето коротко. Портовый
Торговые краны кивают кранам строительным. Идет жизнь. Как память прошлого, эти старые дома, ровесники города, ровесники века. Великан Наби еще не совсем расстался со своим деревянным детством, но изменился он в последние годы неузнаваемо. Архитекторы спорят, думают о настоящем и будущем Новосибирска и видят уже его. Возможно, оно будет таким или таким. Стены паруса, новое здание ТЮЗа. Словом, простор для полета фантазии есть. А пока город такой. Красный проспект. Главная артерия Новосибирска. Говорят, Новосибирску повезло. Здесь пролегла Транссибирская магистраль. Впрочем, разве дело в одной магистрали? Ведь это Новая Сибирь и ее несметные богатства дали второе дыхание городу. Новосибирск молод не только своей историей, своим характером. Это действительно город молодых. Только в минувшем году в Новосибирске сыграно более 10 тысяч свадеб. Сколько сибиряков впервые увидело здесь небо. Но в радости этой жизни, в мирном ее течении, мы не забываем о прошлом. Оно живет в нас священной памятью. Мемориал славы, отзвук победы и отзвук утрат. Почти 30 тысяч новосибирцев не вернулись с фронтов Великой Отечественной. Это их имена.
Никогда раньше не было такой бурной жизни на берегах Великой Сибирской реки. Дошла очередь и до самой Оби. Нашлась ей новая работа. Теперь ее воды вращают турбины Новосибирской ГЭС. И сразу за электростанцией разливаются морем. Уж один-то летний месяц у нас непременно бывает жарким. А в этом году июль. Плюс 40 температура воздуха, плюс 25 температура воды в Обском море. Так что гости из самых жарких стран чувствуют себя здесь, как на родных берегах. У самого Синего моря Академгородок, Сибирское отделение Академии наук СССР. Институт ядерной физики. А мы не намерены входить. Мы побудем здесь. Может, вы слышали о встречных электрон-электронных и электрон-позитронных пучках? Тогда вам, наверное, интересно будет узнать, что мировой приоритет в экспериментах с ними за сибирскими учеными. К Академгородку мы, новосибирцы, относимся с особым чувством и даже гордимся им. К нам едут теперь люди не за заработками, за наукой. Есть чему поучиться сегодня в Сибири. Ученые из Польши, Югославии, Франции, Америки. Кто только не бывал у нас. И размах, и дерзновенность исследовательской работы, и великолепная техническая оснащенность лабораторий – все впечатляет здесь. Вам вряд ли известно, что в первые советские годы в Новосибирске не насчитывалось и 20 инженеров, и уж, конечно, не было ни одного вуза. А сейчас один только электротехнический институт ежегодно выпускает 2000 специалистов. Не меняется пока лишь сибирский климат. Сибирь остается Сибирью. Даже не верится, что снова придет зима. Минувшая была долгой и холодной. Морозы доходили до 50 градусов. И снова наступят холода, замерзнет Обь. Правильно, готовь сани летом. Была бы зима такою, чтобы грело солнце и зеленела листва. Впрочем, каких-нибудь 5-6 месяцев и фу, зимы как не бывало. Я вспоминаю, что даже в самую лютую стужу в театры и концертные залы Новосибирска почти невозможно достать билеты. Это наш симфонический. А это наш академический, первый в Сибири.
Где только не выступали наши артисты. Если считать по алфавиту: Австралия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, словом, до буквы «Я», Япония. Строился этот театр в годы войны, и в День Победы, в 45-м, свидетельством какой красоты и силы духа явилась первая в Сибири оперная премьера. Лето в Новосибирске. Электричкой или теплоходом скорее за город. Места у нас великолепные. Сосновые леса и березовые рощи, Обь, малые реки. Летом хорошо. В эту пору мы вместе с городом как бы расцветаем. Летом к нам в город приезжает особенно много гостей. Артисты, туристы, часто из-за рубежа. А тем, кто уезжает из Новосибирска, мы говорим «до новых встреч». Не может быть, чтобы человеку, хоть однажды побывавшему в нашем городе, не захотелось приехать сюда вновь. Так нам кажется. Потому что сами мы город свой любим и гордимся им очень. И в дальних странствиях нас не покидает образ родного Новосибирска. Лето там или зима. Эти улицы, эти дома. Солнце уже над горизонтом. Еще минута, еще одна, и новый день широко шагнет по улицам города на Оби. И как рядовой станет в строй рядом с другими днями удивительной биографии Новосибирска.